Всем привет! На лейбле Bunny Time Records вышел мой новый трек под названием My Mind. Что-то давненько не было на моем канале разборов моих треков. Пора исправляться. Я, кстати, Мэнши, и вы на моем канале Мэнши Home Studio. Сейчас заставочка идет такая. Думаю, разбор трека можно сделать с позиции эффектов задержки. Они играют огромную роль в продакшене. Ну, к примеру, как бы мой трек звучал без этих эффектов. Звучит как-то суховато, не хватает атмосферы и объема, ну и вокал резко обрывается. Это надо исправить. Начнем с ямы. В яме у меня играет вокал. Такой вот синт. Ну и такая вот перкуссия. Сам синт, в принципе, звучит достаточно жирно. Он слэйрен из двух серумов. Ну, тут есть небольшая реверберация в самом синте, чтобы звучал не так сухо. Но в данном случае эти эффекты задержки не играют какой-то особой роли. Так что перейдем к вокалу. Я обычно использую royalty-free вокал, который скачиваю обычно на Splice. Вообще royalty-free вокал намного проще найти, чем искать вокалиста, ждать пока он запишет свой вокал. Ну и такие вокалы обычно неплохо обработаны. Но все же можно его еще немного обработать, чтобы в рамках именно моего проекта он звучал лучше. На канале с вокалом у меня висит компрессор C1. Он здесь немного выравнивает вокал и, в принципе, висит по умолчанию. Далее эквалайзер, я им срезаю низкие частоты. Затем мой любимый OTT. OTT вообще дает небольшой окрас вокалу. Ну и Сатурн. Сатурн я здесь повесил для того, чтобы сделать вокал еще ярче, но в итоге все-таки решил эту яркость приглушить. Также на канале есть фильтр, потому что в яме у меня вокал выходит из-под фильтра. В принципе, больше он мне для чего здесь не нужен. Ну и Camel Crusher для того, чтобы повысить громкость. А вот про Little Alter Boy и Bionic Delay я расскажу чуть попозже. Они мне понадобятся в дропе. Ну и, конечно же, Kickstart. Он автоматизирован так, чтобы в яме вокал играл без сайдчейна, но, соответственно, на дропе он играет с сайдчейном. Отдельно про сайдчейн, я думаю, говорить не стоит. В принципе, понятно, для чего он нужен. Также с канала с вокалом идет посыл на канал с реверберацией, чтобы подмешивать реверберацию к вокалу. Так вот, самое интересное происходит на дропе. Я просто обрезал фразы вокала, но чтобы они звучали более плавно, я автоматизировал дилей. Подмешиваем реверберацию с этого канала. Далее я создал короткий клип с автоматизацией дилей. Чтобы начало фразы звучало как обычно, а потом в конце фразы включается дилей, который дает такую задержку. И уже нет этого обрыва фразы, звучит все более логично. Но еще я автоматизировал другой плагин, который называется Little Alter Boy. Это очень крутой плагин для вокала. Он позволяет изменить тон вокала без изменения основной тональности. Я сделал так, чтобы фраза уходила как бы вниз. Ну, то есть вокал становился ниже, что звучит гораздо интереснее. Переходим к басу. Я решил сделать не совсем обычный дроп, то есть он начинается не с бочки, как обычно, а начинается с такого атмосферного проигрыша баса. Он здесь играет абсолютно без сайдчейна. Ну и затем с появлением бочки, естественно, начинает его поддавливать. Без эффектов этот участок дропа звучит так. Ну, конечно же, его надо обработать. Для начала скажу, что я разделяю свои басы на саб-бас и мид-бас. И, соответственно, я их обрабатываю по-разному. На канале с саб-басом у меня висит SoundGoodizer, для того, чтобы бас звучал насыщеннее. Также эквалайзером я срезаю все, что выше 200 Гц, чтобы он был более чистым. Ну и сайдчейн также автоматизирован.
На участке, где нет бочки, соответственно, он выключен, где появляется бочка, он включается. На канале мид-баса у меня эквалайзер, соответственно, вырезано все, что ниже 200 Гц. Далее OTT, чтобы сделать бас более насыщенным. С Сатурном я подтянул также середину вверх, ну и Camel Crusher компенсировал громкость. Автоматизация сайдчейна здесь такая же, как и на канале Саббаса. Ну и соответственно, чтобы этот участок дропа звучал более атмосферно, я просто включил реверберацию на самом синте. Тут вообще ничего особенного, просто в самом плагине Nexus я включил реверб. Вот как звучит до обработки. А вот так после. Ну, думаю, разница есть. Просто применяя эффекты задержки, можно сделать трек более атмосферным и насыщенным. Также добавил сюда кое-какие эффекты, чтобы сделать дроп еще интереснее. Ну, просто пара эффектов на заднем плане. Да, кстати, сам трек можете послушать, ссылки в описании. Также можете его погуглить, ну или просто вбейте в поиске своего любимого стримингового сервиса Menshi My Mind. Если было хоть немного интересно, поставьте лайк, ну а с вами был Menshi, всем пока.